Так, друзья, всех приветствую на канале. У нас сегодня небольшой видеоролик по поводу, как включить панель на столе Lada Vesta NG. Помимо того, что можно ее включить, можно сразу ее сконфигурировать, включить круиз-контроль, датчики давления в шинах, включить-выключить, ну и другие конфигурации. Для этого потребуется нам обычный сканматик, iProc, в данном случае iProc Mini, который по ОБД, можно воспользоваться любым другим. Ну, то есть важность именно iProc. Что для этого потребуется? Переходим непосредственно к программе. Здесь все, значит, включено по коншине, параллельно оба прибора врезаны в одну сеть коншины. По панели включено плюс-минус, ну и соответственно кан. Схема подключения выглядит следующим образом. Вот так вот. 5 у нас плюс, 7 минус, 18 у нас high, 19 low. Этого достаточно для того, чтобы запустить панель. Непосредственно программа. Значит, что нам потребуется? Я здесь делал настройки, но чтобы вам было более понятно, я все это проделаю повторно и покажу. И сканматик. Любой абсолютно, даже китайматик подойдет. Итак, для самого начала нам нужно перейти в настройки программы. Так как протокол самой панели, как у ножки, по сути, можно просто для включения зайти вот в дашборд, CAN, ОБД, CAN эмулятор и выбрать вот такую вот историю, которая запускает панель на столе. То есть, в принципе, этого достаточно. Подаем питание, нажимаем старт, и панель, в принципе, засветится на несколько секунд. Чисто визуально вы включите, увидите, что она работает или не работает, если этого вам достаточно. Все, и, соответственно, потухнет. Для того, чтобы нормально протестировать, нам нужно, чтобы пакет данных постоянно туда поступал, и, соответственно, вот эта история нас не устроит. Соответственно, заходим вот сюда. Проверка после сборки, нас интересует именно CAN OBD. Если сборка у вас другая, то во всех сборках вы найдете вот этот вот тест CAN. Любой вот этот выбираете, который вы здесь видите. Адаптер, iProc, CAN тестер, то есть не суть важного. Вообще абсолютно любой подходит. Вставляем, который выбрали. Вот здесь нам нужно, значит, выбрать 500 килобит, тайм-аут 200. Режим приема можете включить, выключить, принимать, но лишние будут сообщения вот в этом терминале. Нажимаем отключить, они нам не нужны. Далее, вот здесь мы включаем 350 айдишник, это команда на включение зажигания. И здесь, ну вообще по факту нужно C7, вот, но можно и любой другой, он тоже в принципе подойдет для запуска панели. В принципе этого достаточно. Далее, вот здесь нажимаем кнопку повторять, а вот здесь кнопочку включения. То есть по включению у нас включится адаптер, засветится там, вот светодиод засветился. Ну и дальше нам нужно вот эту галочку поставить, чтобы повторялась циклично передача данных. Вот тут вот они бегают, идентификаторы, и панель соответственно включилась. Далее мы можем перейти к сканматику. Сейчас она пропищит, и мы продолжим, чтобы не мешал звук. Вот, есть. Далее мы можем перейти в раздел сканматика. Это все у нас включено параллельно. Соответственно, выбираем ВАЗ, щиток, Vesta. И как видите, он на диагностику уже вышел. Можно тут посмотреть его состояние, ошибки, паспорт. Паспорт, кстати, не весь выдаст, только пробег, все остальные конфигурации не выдает, но именно на столе. Конфигурация, ну, более интересная, ну и соответственно процедура, это нужно уже после конфигурации. Что по сути мы можем сделать на столе? Включить, допустим, климат-контроль, частая история, которая людям требуется. Вот круиз-контроль, в нашем случае он включенный в этой панели, но мы также можем вот его тут включить, выключить, допустим, нет, и записать. Можем обратно включить да, и соответственно записать. Но этого недостаточно, надо еще сброс сделать блока. То есть сейчас покажу, как это выглядит. К примеру,
Допустим, включим ТРМС, ТПМС, датчик давления в шинах, и отключим вот это сообщение с рулевым управлением неисправностью. Откуда она появляется? Оттуда, откуда у нас в конфигурации стоит электроусилитель, а так как у нас в сети не видится, соответственно, он выдает ошибку. Ну, к примеру, чисто. Допустим, здесь ставим «отсутствует», записываем. Ну и, допустим, давайте по датчику давления шин сделаем ошибку, чтобы он у нас пытался найти датчик давления в шинах. Ну вот он, кстати, контроль в шинах. Включаем, записать. Ну и для того, чтобы более грамотно это показать, вот, допустим, тут есть часы и температура наружная. По поводу часов сейчас посмотрим, есть ли в сканматике или нет. Так. Дневные ходовые, АБС, вот внешняя температура, можем ее отключить. То есть вот это вот сообщение отсюда пропадет. Так. И по поводу часов здесь нету. Часы можно включить, к примеру, ND-флешером. Допустим, сохраняем, закрываем. И настройки у нас еще не активированы. Чтобы активировать, нужно зайти в процедуру и сделать сброс ИБУ. Все, загорелся датчик давления в шинах, пишет тормоза неисправные, рулевое неисправность больше не пишет, температуру потушили, ну, соответственно, кодировка у нас записалась. Чтобы все это, соответственно, вернуть обратно, можем обратно зайти в конфигурацию, включить усилитель, допустим, электрический, записать, сохранить, закрыть процедуру сброс. Перезагружаемся. Все, соответственно, сейчас у нас датчик давления в шинах ошибка, рулевая ошибка, так как есть в комплектации и сейчас в сети их нету. В принципе, вот так вот можете подключиться, все сделать на столе, сконфигурировать и, соответственно, отдать клиенту, если у вас панель на столе. Более детальные, углубленные по данной панели может выполнить уже ND-флешер в плане коррекции пробега, конфигурации более глубокой, там часы и так далее. Но это уже ролик немножко другой. То есть это конкретно по подключению на столе с помощью iProg и ScanMatic. То есть, в принципе, для включения нам достаточно iProg, а если вам нужно какую-то конфигурацию сделать, KitaiMatic, ScanMatic, в принципе, справляется на столе. На этом, в принципе, все. Здесь мы можем вот так вот выключить это все, и панель сейчас заснет. Полностью режим выключается где-то через 5 минут, наверное, примерно. Можно просто подтушить питание, и панель отключится. В принципе, на этом все. Всем удачи в работе, всем пока. Как работать с пробегом будет в следующем ролике.